Всем привет! Очень часто поступают вопросы, как читать проектную документацию, как читать чертежи и так далее. Вот сегодня хотелось бы немножко об этом поговорить. Начать хотелось бы с того, как, допустим, все это чертится. На сегодня доступны все там BIM-технологии, это 3D-модели, скетчапы, ревиты, там, архикады и так далее, которые освоить может, по сути, каждый. Все начинается с чего? То, что задаются оси, не надо ничего сохранять. Задаются оси дома. Давайте там ограничимся какими-нибудь примитивными осями. На бумах начертим. Оси, на основании которых будет возводиться остальные там строительные конструкции. Оси бывают двух типов. Цифренные 1, 2, 3, 4, 5 и буквенные. Допустим, сейчас здесь надо промаркировать. Не хочем показывать, значит занято. Ну и бог с ними. 9. Такое не было у меня осей. 13. То есть два вида осей бывают, цифренные и буквенные. Соответственно, на основании которых будет строиться вышележащие конструкции. Берем стену, любую, допустим, давайте такую начертим. Сейчас. Оп. Вот с таким маркером, без разницы. Это будет наш утрированный домик. Стены, соответственно, их надо привязать до уровня там следующего этажа. Зададим им 3 метра. И на основании их давайте построим какую-нибудь крышу. Быстро, быстро, быстро. Также можно там задать углы сразу. О, мама мия. Ладно, бог с ним. Все, получилась крыша. Редактируем эту проекцию. Зададим углы. Формирование углов там, пускай будет там 25 градусов. Все, готово. Чики-бомбони. Теперь эту проекцию надо куда-то поднять повыше. Вот так вот. Улетает. Вот какое-то получилось чудо-юдо. Дальше что? Примитивно также ставим окна, быстро-быстро. Окна, двери там и так далее. Все, готово. Дальше на что хотелось бы обратить внимание. То есть у нас имеются вот оси, да. Оси бывают размещены как внутри стен. Допустим, сейчас мы стену утащили, то есть у нас оси размещаются внутри стены. Либо с каким-то смещением, либо по внутренней грани, либо по наружней. То есть относительно данных осей возводится именно конструкция, лента, фундамент, там, крыша, и так далее. То есть это непосредственно привязка к чему-то. Дальше, что самое такое актуальное? Это, допустим, разрез. Как делается разрез? То есть, грубо говоря, мы берем сайку хлеба и разрезаем ножом ее и смотрим то, что внутри. Это называется разрез. Соответственно, вот мы его сделали в этом месте. Переходим к виду, получаем следующую картину. Можем разрезаться везде, где угодно. Соответственно, на разрезе видно все наши метки высотные, отметки, и так далее. Это называется разрез. Мы можем его делать в любой точке, там, поворачивать, разворачивать, там, без разницы. Вот. В общем, все. Вот такая быстрая конструкция получилась у нас. Все примитивно, достаточно просто. Черчение, рисование может освоить каждый. В чем кроется сама непосредственная загвоздка? В чем суть проектирования? Кто будет рассчитывать все вот эти конструкции, виды нагрузок, сбор нагрузок? И самое главное, отвечать за эту конструкцию, за ее срок службы и эксплуатации. Такие узлы, допустим, как фундамент, плиты перекрытия, несущие стены, там, дверные
окна, проемы, перемычки над ними, чтобы это все жило долго, счастливо, без всяких проблем. Здесь непосредственно потребуется проектировщик. Ну, конечно, можно самим немножко покопаться, углубиться, но все это время. Ну и, соответственно, рекомендую обращаться только к специалистам. Без проекта строиться, ну, практически невозможно. Можно, конечно, но это будет, опять же, занимать очень много времени, согласования и так далее. То есть какие-то элементарные вопросы, ну, допустим, лестница. Вот мы если ее возьмем с разрезу, сейчас разрез покажем. Вот лестница, то есть непосредственно высота ступени, высота этажа, высота до перемычки, высота там еще чего-то. Монолитные перекрытия какой толщины, ну и так далее. Где можно опираться на эти перекрытия, где нельзя. То есть все это требует непосредственно расчет. Вот. Дальше что? Ну, по проекту все, как читать чертежи. То есть начертили в 2D плоскости, потом можно покрутить в 3D плоскости, там что-то удалить там и так далее. Вот. Крышу там углы поиграться, сделать такую крышу, такую. То есть, ну, можно делать все, что угодно. Но это всего лишь рисовалка. Чтобы это получился качественный дом, надо непосредственно проектировать узлы. Самое главное, ответственное, это, конечно, узлы примыкания, окон, дверей, это фундаментные узлы, там, лестницы, кирпичные перегородки, ну и так далее. Вот, допустим, здесь мы видим кирпичную перегородку. Мы ее можем двигать, прыгать с ней там, ну и так далее. Двери смещать, там, переигрывать простенки. Вот. Если это будет все происходить по ходу строительства, конечно, это потребует очень много времени головника, как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика. Согласование каждого из этих узелков — это просто мрак. Те же вентканалы, узлы и канализации, ну и прочее. То есть на сегодняшний день без проекта строится, ну, я считаю, это просто не актуально и очень затянуто по времени. Дальше непосредственно переходим к проектной документации. Рассмотрим проект прошлого года дома с газоблока. Первый проект реализации — это великое архитектурное бюро, газоблочники, ну и так далее. Вот. Второй вариант — рассмотрим проект моего коллеги Игоря, с которым работаем на протяжении 5 лет. Вот. Здесь у нас есть схематический план организации участка. Ну, там вот шапка была впереди, там, как он нарисован, всякие общие данные и так далее. Ну, это как бы шапки стандартные. Переходим дальше. Там обязательно должны быть планы этажей со всеми размерами, выносками. Вот, допустим, обозначен канализационный стояк. Вот здесь хочу обратить внимание: вентиляция, 2 каких-то дырочки, непонятно что к чему. Здесь на первом этаже находится котельная, то есть там свои непосредственно вентиляционные каналы. Вот, то есть вот эти узлы, о чем я и говорил, проработаны очень слабо. Вот просто обозначен канализационный стояк. Ну, молодцы ребята. Все, аривидерчи. Вот канализация, вот воды, то есть, ну, поехали дальше. Площадя помещений, так называемая экспликация. Второй этаж обязательно. Окна, двери. Ну, все здесь просто не требует объяснений, конечно. Здесь углы ската крыши, кровли. Ну вот непосредственно наши разрезы. Если вот сюда обратиться, разрез 2,2. Он обозначается почему так? Вот здесь, допустим, разрез 1,1. Обозначение у нас, сейчас мы найдем. Вот они. Разрезов может быть сколь угодно много. Соответственно, вот мы видим разрез 1,1. Он обозначается так. Ну и непосредственно разрез 2,2. Он разрезает так нашу конструкцию, будущий дом. Разрез 1,1, разрез 2,2.
Дальше полетели. Соответственно, на этих разрезах мы можем увидеть высотные отметки, ну, уровень земли, чистого пола, залегание фундамента на какой глубине, отметку в коньке дома. Ну и часто здесь вносятся облицовочные, отделочные слоя либо полов, либо фасадов. Ну, здесь мы можем видеть там мягкая кровля, там ОСП, обрешетки, ну и так далее. То есть какие-никакие здесь обозначения имеются. Ведомости материалов, вкладки там, ну и так далее. Дальше непосредственно изображены фасады. Фасад ДА, фасад А4. То есть это у нас вот 4 наших фасада. Если мы посмотрим с этой стороны, там, допустим, какой-то восточный фасад. Здесь будет южный, западный, северный. В данном случае фасады изображены по осям и называют, соответственно, фасад ДА. Соответственно, вот этот фасад ДА или АД. Вот, все обозначение вот такое. Обычно бывает, ну, просто вот северный, южный фасад. Здесь фасад привязан непосредственно к осям. Фасад 4.1, 4.1. Наверное, такая логика. Хотя на практике встречается достаточно редко. Ну, вот всякие 3D-эскизы, ля-ля трополя, план разбивки координационных осей. Здесь что-то по фундаменту, опалубочный план фундамента появился. Разрезы по фундаменту непосредственно по ленте, свайное поле. Вот здесь узелочек хороший. Давайте вот так отъедем в сторону. Вот, узел отмостки. Скорее всего, вот здесь вот показан этот разрез, да? Разрез 1.1, опять же обозначение, разрез 2.2. Но это низкое качество проектирования, вводящее в ступор многих, в том числе и заказчика, и подрядчика. Здесь, опять же, не обозначено. Нет, обозначено. Отметка разработка траншеи, либо котлована. Вот мы видим. За 0 взят, но обычно чистый пол, либо верх стяжки. Вот, это в зависимости от проекта. Если кто-то сомневается, то есть какое будет финишное покрытие, ну, либо заказчик на момент проектирования сомневается, берется верх стяжки за отметку 0,00. Соответственно, от этого нуля 0,00 плюс 0,3 нуля вверх строится конструкция и вниз. Ну, это чтобы можно было не заблудиться именно в высотных отметках. Вот такой узелочек, фундамент. Фундамент 500 на 500. Ну, многовато. Здесь опять же, ну вот, наконец-то уже в середине проекта кладочные планы. Ну, как бы здесь. Сейчас увеличимся. То есть все размеры берутся от осей. И вот, допустим, у нас вот она ось. 1, 2. Как мне ее сместить-то? Вот так. Ось 1, 2, 3, 4, 5. Отцифренные. Ну и, соответственно. Да что ж ты будешь делать? Соответственно, АБВ, Г, Д у нас буквенные оси. Соответственно, от каждой оси можно найти расположение той или иной конструкции. Допустим, расстояние от эркера вот до этого считается от засечки до засечки. Вот засечка раз, размер, вот вторая засечка. То есть это вот целиковый размер. Но он здесь не обозначен, нужно складывать. Это непонятная тема, 150 смещение от оси, что ли. Вот, то есть все размеры читаются от засечки до засечки. Дальше что у нас? Ну, допустим, длина этого простенка 2,35. Можно также вычислить до оси. Ну, где найти удачный пример. Ну, допустим, вот эта стенка из газоблока проходит 150 миллиметров влево и 150 миллиметров вправо. То есть стенка из газоблока 300 миллиметров проходит ровно посередине оси. Соответственно, все эти дверные проемы, ну, что самое главное здесь нужно знать, это вот
Потому что все размеры считаются непосредственно от засечки до засечки. Все остальное это уже лирика. Кладочные планы опять. Второй этаж. Армирование газоблока. Вообще это любимая моя тема. Что армировать, зачем армировать. Ну, ладно. Вот эти штробы 25 миллиметров. Ну, я считаю очень маленьким. Да я вообще считаю, что эта арматура, она просто не работает в газоблочной кладке. Дальше у нас монолитные пояса. Монолитный пояс, он имеет обозначение МП1, МП2. Ну, сокращение монолитный и пояс. Все логично. Дальше опять здесь показаны разрезы АА и ББ. Вот мы их видим. Разрез АА, ББ. То есть где проходит сечение, там находится разрез. Соответственно, мы можем взглянуть внутрь конструкции, как и какой узел армируется, допустим. Либо, может, там какая-то ниша, штроба имеется, ну и так далее. Вот эта тема вообще мне нравится. Перемычка из газоблока и захераченный какой-то клин арматуры, заточенная. Плюс-минус здесь еще. Ну, качество, конечно, проектировщик от бога. Ну и кто такое решение придумал? Конечно, да, на голову не упадет газоблок из-за этой арматурки. Ну, такие моменты рабочие, как этот каркас одевать на все эти забитые арматуринки, ну, вызывает сомнения. Когда теория далека от практики, я это называю. Дальше, второй момент, какой здесь не понравился, это вот разрез АА. Мы видим разрез АА. Вот эта часть внутри дома находится, это снаружи. Ну, то, что там сделали проставку из АППС, хорошо, там уменьшили тепловые потери, как бы в кавычках убрали мостики холода и так далее. Но зачем вот эту часть оставлять из газоблока? Вызывает сомнение ее. Ну, так как здесь опираются плиты, ПКшки, здесь непосредственно в газоблок происходит смять ее. Вот. Узлы, вот в этих узлах кроются детали. В мелочах кроется дьявол. Ну, дальше здесь раскладка плит, балок, крыши, стропилки, крыльцо. Крыльцо здесь, я так понял, без всяких там гидроизоляционных отсечек, ну и прочее. То есть, ну, и непосредственно спецификации и ведомость материалов. Это вот такой проект был предоставлен заказчику от всеизвестного бюро. Переходим непосредственно к проекту Игоря. Ну, он шибко здесь ничего не менял, только доработал узлы. Помчали. Сразу начинается первый лист. Непосредственно кладочные планы. Все ясно, все понятно. Те же оси, то есть оси и размеры, ну, ничего он не менял. Появились вентканалы, вентиляционные шахты. В отличие от того случая, где были просто два каких-то синих кружочка. Здесь появилась шахта. Посмотрим дальше, что там будет. Второй этаж. Поехали разрезы. Разрез 1.1. Здесь непосредственно показаны высотные отметки окон, перемычек, лестниц. Вот, допустим, Игорь молодец, всегда еще делают такие темы. То есть лестничный марш образмеривает, снизу отметка стоит до подоконника. То есть с такими уже чертежами, с такими узлами работать поприятнее, как бы и в теме находится все непосредственно. И заказчик, если где-то сомневается, не догоняет. Ну и, соответственно, исполнителю проще. То есть каждый узелок, каждый вот откосик, ну, допустим, до двери, все образмерено. И главное то, что лишних нет размеров, все, что требуется для непосредственного возведения конструкции на данной стадии. Опять же, разрез 1.1, вот у него показан. Вот, разрез 1.1. Смотрит куда? Правильно, вот сюда. Разрез 2.2. Еще раз смотрит сюда. Разрез 3.3 смотрит в другую непосредственно сторону. Еще раз повторюсь, разрез что такое? Ну, представьте себе сайку хлеба.
Берем ножик, разрезаем пополам и смотрим то, что внутри. Дальше полетели, надо ускоряться. Разрез 1.1, разрез 2.2. То есть вот отметка виншахты показана. Вот хорошо сделаны окна, высотные отметки до подоконника, до перемычки. То есть вот это плюс. То есть каменчик спокойно взял, открыл, посмотрел. Ну все, чики-бомбони, поехали дальше. Разрез 3.3. О, вот это вообще лепота, красота. Это разрез по вентиляционной шахте. Соответственно, обозначение имеет ВШ1, вентиляционная шахта 1. На отметке такой-то. Идет у каждого отверстия имеется размер, точнее открывание вентканала. Куда они открываются непосредственно? В одно помещение, либо во второе. Ну вот, где армируется, все показано. Непосредственно сами отверстия образмерены. Но самое главное, то, что вот именно открытие вентканала. То есть вот видим, на первом этаже у нас 4 вентканала, на втором добавляется еще 2. Отделка показана, узелок отделки. Где что и с кем, почему. Спецификация обязательно. Кирпич, сетки. Как армируется. Дальше полетели. Ну, это свайное поле. Это узлы фундамента. Здесь немаловажный детали заделки сваи в ростверк. Хороший узелочек. Вот. То есть остается оголовок 50 миллиметров. То есть вот такие мелочи, они очень существенно влияют на скорость возведения конструкции. Да. Заказчик не бегает, подрядчик не парится. Есть минимальные вопросы, они всегда будут по ходу строительства. Созвонились с проектировщиком, обсудили, ну и поехали дальше. Дальше здесь узел, вот он. Узел фундамента, непосредственно ростверка. Здесь из-за ошибки исполнителя предыдущего был фундамент переигран. Игорь перепроектировал другой фундамент. Соответственно, здесь сваи наколотили, дальше залили ростверк. Гидроизоляция, обозначения все. То есть, ну вот если узел укрупнить, узелочек укрупнить, то мы можем увидеть по разрезу 1.1 вот такой узелок. Дальше помчали. Здесь то же самое, разрезы 2.2, разрезы 3.3. Если мы вернемся к этим разрезам, то их мы вот видим. Разрез 3.3 режем так, разрез 2.2 режем так. Соответственно, какие опять моменты? Вот, допустим, ось 2. Ростверк заканчивается через 200 миллиметров. То есть от всех осей непосредственно строится конструкция ее. Дальше помчали. Здесь опять же узелки, достаточно тщательно проработаны. Можно к ним обращаться на возведении конструкции. Здесь же опять же указано армирование. Каждый узелочек, ля-ля трополя. Вот, допустим, имеется обозначение узел 1, сносочка. Да. Опять же разрезы 4.4. Здесь размер 4.4, здесь 5. Ну, армирование повторяется, поэтому разрезы и названия, по сути, наверное, были одни и те же. Дальше непосредственно узлы, примыкания. Вот он узел, Т-образная анкеровка арматуры, ну, как происходит в кавычках лента в ленту. То есть узел укрупненный, непосредственно спецификация на ростверк, материал, бетон, арматура, ну и так далее. Дальше поехали. Значит, плита перекрытия, опять же разрезы везде. Ну, зная, что такое разрезы и что такое оси, и от них уже можно сплясаться, допустим. Ну, это все такое тривиальное. Ведомость деталей обязательно, если они там актуальные требуются. Гэшки для анкеровки углов, там лягушки, пэшки, ну и так далее. Ну, опять же, поехали. Спецификация, какое количество арматуры надо нарезать, какой длины, ну и так далее. Это перекрытие второго этажа. Опять же, здесь вот указан деформационный шов.
20 миллиметров вокруг шахты, то есть на шахту мы не опираемся. Вот. Здесь опять же все укрупненные узелки. Опять же, у каждого узелка имеется высотная отметка, привязка, толщина монолитной плиты конструкции, ну и сносочка, какой бетон используется. Как говорят, повторение мать учения. Дальше непосредственно идет армирование. Так и называется вкладочка армирования на отметке там 3 метра второго этажа. Здесь мы имеем раскладку. Это я не знаю, что у него. Усиление, скорее всего. Балки в том году еще были. То есть обычно, вот, кто монолитом занимается, те знают то, что основное армирование там 200 на 200 показывается всего лишь 2 хлыстами. Вот здесь усиление у нас имеется. Вот я нашел. То есть вот он обозначение делает шаг 200 у арматуры в этом направлении. Ну и, соответственно, поперечный. Второй слой армирования, он такой же, шагом 200. Также имеется вот усиление. В этой зоне усиления он ее отдельно обозначает. Но вот эти обозначения, они, конечно, везде по-разному, в зависимости какие объекты. Ну, учитывая то, что это частный сектор, малоэтажка, здесь вот можно детальнее, доходчивее рисовать, чтобы можно было попроще заказчику вникать, определять, ну и так далее. То есть армирование узлов вот по вот этот узел, это непосредственно по шахте. Концы опэшены, вокруг отверстия имеется усиление. То есть когда мы плиту разрезаем в любом месте каким-нибудь отверстием большим, больше чем 300 на 300, мы обязательно должны его усилять. Кидается усиление во всех направлениях. То есть здесь 2 хлыста добавляется, с этой стороны 2, с этой 2, ну и так далее. Плюс параллельно можно еще запэшить и косынки под 45 пустить, ну и так далее. Здесь опять же видимость деталей. Ну что ты не хочешь перелистывать. Вот. Здесь вот хорошо сделан балконный узел. Балкон у нас выступает на этом доме. То есть здесь идет перфорация. Ну и непосредственно анкеровка 12 арматурой. Чисто, чтобы балкончик не отъехал. Дальше просчитывается здесь опора. Ну, в том году ролики-то видел. Все здесь имеется. То есть колонны. То есть сама деталировка каждого из узлов, она доходчивая и понятная, и по которой можно спокойно возводить конструкцию. Также вот мы имеем разрез АА. Вот он, разрез АА. Это закладные под колонну будущее. Отдельно идет армирование балконной плиты, потому что здесь нагрузки ничтожные, либо могут быть чрезмерные. То есть здесь плита развязана от основной плиты, перекрывающей полностью весь этаж. Здесь поехали B1, балка 1, ведомость деталей, количество хомутов. Наши вот эти в кавычках усики, которые загибаются. Непосредственно армирование. Это все находится в плите. Это нижнее армирование. Ну и, соответственно, диаметр у этой арматуры, как мы можем заметить, они различны. Дальше поехали. Ну, это уже поехали выше крыши. Перекрытие деревянное над вторым этажом. Всякие ригели, шпренгели, менгели. Короче, монолитный пояс. Опять же, вот он. Монолитный пояс. Ну, что по нему не работать? Это сказка же. Вот, разрез АА. Ищем разрез АА. Вот он. Обращаемся сюда. Высота монолитного пояса 250. Шириной 300 по блоку. Все. Армирование 4 хлыстами. Позиция, вот, допустим, 1. Это позиция арматуры. 2, шаг 200. Это тоже позиция арматуры. Но это сейчас будет спецификации. Вот, идем, видим. Первая позиция 12 арматура, 4 хлыста у нас там было. Вторая позиция хомуты. Арматура А240. Диаметр 6 миллиметров. Ну, просто надо немножко, кто не шпрехает, как читать проект, чертежи, надо немножко вот сесть, поковыряться. Какие-то уточнения самые важные я предоставил. Ну, в общем, все. То есть сама вот деталировка, просто хочу еще раз обратить внимание. Вот их много перемычек, PR3, PR4, там PR9, ну и так далее, так далее, так далее. Их можно найти вот здесь.
Вот они все. Ведомость перемычек. В отличие от того проекта, это небо и земля. Здесь же обозначены кирпичные перемычки, уголок там какой-то, ну и так далее. То есть здесь вот, допустим, примечания, все открытые части металлических там окрасить, ну и так далее. То есть голова не болит. Взял спокойно, там окрасил, отрезал уголок, заказал уголок. Тем более он есть там в спецификациях, ну и так далее. Все узлы, то есть вот балка, опять же, армирование, разрез балка B1.1, разрез АА. Вот он разрез наш АА. Ну, здесь все разжевано, все понятно. Опять же, вот обозначение двоечка, единичка. Это вот они в спецификации. Это какая арматура используется. Дальше что? Геометрические размеры балки. 300 на 250. Высотные отметки балки, где они находятся. И здесь непосредственно там защитные слоя. Но здесь защитные слоя обозначены от центра арматуры, ну, там 12, если ее увеличить. А так, если от хомута 2, 1,5. То, что начертит, то и строим. Делай все по чертежу, чтобы не было звездежу. Ну, в общем, все, балки-балки. Отдельно здесь поехали лестницы. Лестничный марш 2, обозначение. Плюс 1,695, это у нас сверхплощадки. Дальше здесь вот это обозначение на марше 250, это 250 миллиметров, это сама ступень. Умножаем на 10 ступеней до площадки. Получаем размер 250. Как бы, ну, даже такие детали обозначены. Здесь непосредственно идет узел отделки. Керамическая плитка на растворе. То есть вот сколько там она будет перекрывать. Все эти размерчики. Еще раз повторюсь, то, что любой размер берется, ну давайте здесь, от засечки до засечки. То есть между осями 1 и 2 расстояние 1300 миллиметров. Также по поводу миллиметров. Любая проектная документация, конечно, она указывается в миллиметрах. То есть везде тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Ну, допустим, 3650 миллиметров. Все. Дальше здесь что-то армирование не догнал. Ну и бог с ним. Это все мелочи жизни. Главное, основное вкусить. Здесь вот армирование гэшками, либо сетками ВР он здесь начикал. То есть, ну, все достаточно просто. Стоит немножко посидеть и вникнуть. Дальше опять ведомость деталей на лестницу. Гэшки, клюшки, плюшки, мушки. Узлы непосредственно по фундаменту. Крыльцо в осях. Все моменты по гидроизоляции. Подошв, подбетонок, стаканов, ну и так далее. Армирование ступеней крыльца. Это уже наружнего, я так понял. Каркасы. Ну, опять же, в конце любой конструкции обязательно идет ведомость спецификации. Какое количество материала сюда потребуется. Материалы и изделий. На этом все. Всем спасибо. До скорых встреч. Надеюсь, смог немножко помочь разобраться в чтении проектной документации. Вот, обращайтесь за проектированием к моему коллеге, за него я абсолютно ручаюсь, так как работаем уже на протяжении 5 лет, ну и никогда не подводил. Нужны какие-то тонкости сопромата, нагрузки, пожалуйста. А я могу заниматься вот такой. Ну и по сути вы тоже можете заниматься такой темой, как черчение, рисование, перегородок, перемещение перегородок. Все здесь достаточно просто. Поехала перегородка. Также сделал свою опалубку. Это, правда, пластик. Можно и крупный щит сделать. То есть здесь также берется все, высчитывается по опалубке, вытаскивается отсюда спецификации, количество щитов, количество шпилек. Вот здесь у меня даже стойки есть. Ригель. В том году я раскладку делал, да закупали фанеру, ригеля. То есть все можно.
Главное было бы желание, силы. Все, всем спасибо. До скорых встреч.